Слава Украине, привет всем от Полонского. Бавовна, друзья мои, бавовна фронтовая на территории Российской Федерации. Все как надо, да. Наши долбашат, их только гай шумит. И еще вот смотрите, что получается. Они бьют по мирным. Мы вчера видели эту жуть в Сумах, когда рашисты дважды лупанули ракетой по одной из центральных улиц города. Плюс сегодня по автостоянке, по гражданской, опять лупанули шахедом. То есть у них там вообще ничего нет святого. Не то что... Во-первых, это вербная неделя, да, это божественный праздник и так далее. Ну вот они, видите, как делают. Даже уже выступил этот поп из УПЦ МП, и то их там уже проклинал. То есть, кстати, да, вот удивительная вещь. Внизу в описании к данному ролику будет ссылка. Но это я еще расскажу в нашей любимой рубрике «Как там и что было». Но наши в ответ на вот такие вот людоедские действия рашистов, которых очень уважает Трамп, наши лупят исключительно по военным целям. И давайте посмотрим. 11 апреля сего года, то есть вот 2 дня назад, лупанули очень хорошо, забавовнили пункт управления 30-го мотострелкового полка, войсковая часть 72-162 в населенном пункте Гуево. Чуть не сказал. Что-то мне Трамп вспомнился, я чуть населенный пункт не обругал. Гуево Суджанского района, Курская Народная Республика. Значит, там сейчас находятся московитские оккупанты в этом населенном пункте. Тиранят всех, значит, мародерят. Ну, все как обычно. Бухают там и наводят кошмар на местных. Но наши же герои не могли на это безобразие, как говорится, долго смотреть, наблюдать за этим всем. И по известным координатам, наши, поймите правильно, наши дроны там находятся постоянно, летают, разведку ведут и так далее. Дроны у нас очень хорошие, есть свои замечательные дроны, есть немецкие, есть шведские, какие хочешь, есть дроны, даже американские есть. Вот, летают, там очень хорошая оптика, наблюдаем за этими всеми вопросами, знаем, где их штабы находятся. Я только лусь туда. Значит, прилетело из Хаймарса, да, из Хаймарса, не дрон прилетел, из Хаймарса, и четкое попадание именно в Зюзю, что называется. Вот как вот, помните, недавно я в Херсонской области рассказывал, аналогичная бавовна была, когда в хлам разнесли командный пункт полка вместе со всеми полканами, которые там находились. Так сейчас то же самое. Вследствие удара, это, кстати, информация от рашистов, это не наша информация, так что это... Потери могут быть еще больше, потому что они обычно преуменьшают. 7 двухсотых, то есть замком полка, командир взвода связи и 5 вояк из разведроты. Как говорится, корова языком слезала, им, видать, как раз в этот момент ставили очередную бандитско-террористическую задачу, но не успели. И 4 трехсотых, среди них командир этого самого бандитского полка, некто полковник Шипицын. Шипицын, как говорится, отправился на больничку, больше командовать, по всей видимости, не будет. Вот. Так что вот еще один очень интересный момент, ребятки, это то, что удар был нанесен Хаймарсом. А рашисты в свое время проблему Хаймарсов очень, ну, по крайней мере, утверждали, что они решили проблему Хаймарсов и эскалибуров, снарядов, которые и те наводятся, имеют, скажем так, GPS-координаты, и они по ним прилетают. Короче говоря, рашисты научились там ставить помехи, подменять им координаты и т.д. и т.п. с тем, чтобы хаймарсы куда-то уходили в сторону. Но вот последние 2 удара, что в Херсонской области, что вот сейчас в Курской Народной Республике, хаймарсы пролетели просто в Зюзю, в точку. То есть, видимо, что... То ли у них рэбов не хватает, но я бы не сказал, что у них рэбов не хватает, наверное, все-таки хватает. Вот. То ли, скорее всего, эта проблема была решена с подменой координат и с тем, что Хаймарсы и Эскалибур летали не туды. Вот. И сейчас оно прилетело как раз туда, куда надо, и задача выполнена полностью. Российский бандитский полк остался без головы. Впрочем, он, собственно говоря, без нее всегда и был.